Долгие годы труда вели. Вода теплая, как в горячем источнике. Вот эта штуковина. Огромная. И спускается вниз до самого дна. Наверху какой-то пролом. Может, там проход? Да, тут я попаду внутрь. Похоже, тоннель уходит вглубь постройки. Надо придумать, как остановить турбину, чтобы пробраться сквозь нее. Тут должно быть что-то, что может остановить турбину. Турбина остановилась. Здорово. Я внутри, но как мне впустить сюда квак? Какой-то зал для упражнений. И вот опять. Я прячусь в тренажерке и пишу, чтобы не сбрендить в этом зоопарке. Не верится, что Григорий умер. Наш так называемый духовный лидер вчера был жив-здоров, а утром его нашли мертвым. И никто со мной об этом не говорит. Обращаются со мной как с ребенком.
Шепчутся за спиной, как будто меня шокирует смерть после конца света. Жилые комнаты. Довольно большие. Нет ничего нормального в компании из ученого, его дочери, гуру и, скажем, целого гарема, переживающих конец света в подземном бункере триллионера. Но после смерти Григория все, боюсь, станет только хуже. Он эти пару лет держал Теда в узде, ну, типа того. А что будет из него? И мы даже не знаем, что с ним стряслось. Мы все потрясены безвременной кончиной Григория. Он был глубоко духовным человеком и не боялся заглянуть туда, куда другие не осмеливались. Я попросил доктора Сомта, узнать, что с ним случилось. Уверен, у него была какая-то болезнь, наверное. Главное, что мы хоть и будем скучать по нему, но продолжим жить. Все будет в порядке. Надеюсь, основной вход там, и я смогу впустить сюда Квен.
Вы посмотрите. Этот бункер не лишен красоты. Так, вот и дверь. Надеюсь, она открывается изнутри. Похоже, тут какая-то система доступа. Большинство женщин Теда меня не любят. У них тут идет война домохозяек за внимание единственного муженька. Но Бриана — голубелица, она другая. Всегда очень добра ко мне. Мне нравится ее голос. Правда, после смерти Григория ее почти не слышно. Она не предполагает, не гадает, как остальные. Она что-то знает, это точно. И я выясню, что именно. Заперто. А что насчет основной двери? Ага, отлично. Протокол аварийного выхода. Запущен аварийный выход. Дверь открыта. Судьба ждет нас. Я знал, что у тебя выйдет. Что происходит? Директор готовится войти в Фивы. А почему ты одет как Тед Фаро? Я и есть новый Фар. Его сущность перешла ко мне сквозь годы, сквозь многие поколения. Его душа — моя душа. Его воля — моя воля. От него меня отличает лишь одно. Я не знаю его последних слов, его главных тайн. Но теперь дверь открыта, и тайны эти лежат передо мной. Когда я обрету их, мы с ним полностью воссоединимся. У меня будет все необходимое, чтобы спасти нашу родину и мир, как сделал Фар. Погоди. Кажется, ты что-то путаешь. Или не знаешь, кем был Фаро. Лишь я достоверно знаю, кем он был, кем он стал. Мной. Возродитель. Величайший из легенд. Человек, спасший весь мир. И ты. Ты понимаешь, Соба? Ты — это она, предвестница Фаро, его помощница. Идем. Мы войдем в Фивы вместе, как и должно быть. Принесите ее одежды. Одежды? Он Фаро, а ты Собак. Ради такого случая разве не должна ты надеть подобающий деловой костюм? Нет. Нет, я это не надену. Ни за что. Ты обязана одеться подобающе случаю. Или что? Говорят, Собак ценила жизнь превыше всего. Это правда? Ладно. Давайте ваши одежды.
Прекрасно. Ну что, идем? Поглядите вокруг. Какое величие! Владение Фаро. Аж дух захватывает. Прекрасно. Где-то Протокол здесь аварийного пара выхода оставила открыл и эту дверь. Пора их отыскать. Ваша роскошность может нам... Памятник истинному величию Фаро. Да, директор. Да уж и правда памятник. Тут не ошибешься. Император осыплет вас награду, мой директор. Кто рискует, тот получает, блюститель. Наверное, здесь проход вниз. Прекрасно. Запомни здесь каждую деталь, Бог, для потом. У вас будет собственное наследие. Интересно, у Фаро была тут ванна для ног? Я всегда такой хотел. Мы не будем обсуждать твои ноги, Бохай. Брианна рассказала, что Григорий влез в закрытые файлы и нашел нечто ужасное. Что Тед убил важных людей проекта «Новый рассвет». Неужели Тед наказал Григория? Убил его за то, что он нашел? Как такое возможно? Папа сказал, что на теле Григория следов не было. Сердце просто остановилось. Все это так странно. Я предупреждала. Да, точно. Я все объясню, если мы не погибнем здесь. Как-то они меня пугают. О, статуи, стражи владений Фаро. Это не статуи. Берегись! Уводим директора! Значит, мы тут одни. Ну вот, у нас нет выбора. Еще удар! Не сдавайся! Нет, так не пойдет! Один бей! Так тебя убьют! Намного лучше. Спасибо. А где блюститель Бохай? Решил вернуться на поверхность. Мудрый выбор. Не стоит подвергать искателей опасности. Итак, хватит тянуть. Идем дальше.
Сегодня Брианна не проснулась. Умерла. Как Григорий. И я смотрю на огромную страшную статую Теда в большом зале. В его глаза. И теперь знаю, что и он за мной смотрит. Смотрит за всеми нами. У него всегда была власть над нами. Я просто не понимала, какая. Да, кажется, нам сюда. Когда я строил это место, заказывал проекты всех систем, я знал, что мне необходимо. Разумеется, защита, понятное дело, вечный источник энергии, но еще контроль над любыми возможными событиями. В конце концов, нельзя предвидеть все, особенно когда замешан человеческий фактор. Мы идем дальше. Что это? Откидной трон и какое-то устройство рядом. Интересно, зачем оно? Как интересно. Для чего это? Простите, директор. Мы не знаем. Визор не дает никаких данных. Что скажет живая легенда? Она тоже в неведении. Ты сделал для него? Ты встроил выключатели в голову всех нас? Кани, не осуждай меня. У меня не было выбора. Если бы я отказался, что бы он сделал с нами? Что бы он сделал с тобой? Малышка моя, ведь я же пытался спасти тебя. Зачем, папа? Правда, зачем? Чтобы нас заперли в этом подземном кошмаре? Ты знаешь, что нужно сделать. Прошу. Просканируй устройство. Прошу, просканируй его.
Скажи, что визор сообщит об устройстве. Внес небольшие корректировки в курс генной терапии и добавил новую смесь, чтобы снять симптомы, вызванные мутацией. Надеюсь, этот курс лечения стабилизирует состояние. А иначе Бог знает, что тот сделает с нами. Ранние результаты так обнадеживали. Никакого старения, никакой деградации клеток. А сейчас... Вот бы вернуться в лабораторию в Бангкоке. И к старым коллегам. И к коллекции спиртного. Хватит. Нужно верить в успех. Ради Кании. Ты что-то видела? Я знаю. Говори, как Фара использовал это устройство? Кажется, он проходил лечение, чтобы жить дольше. И намного. Правда? Может, он еще жив? Не глупи. Если бы он был жив, он не отдал бы свою сущность, и она не перешла бы ко мне. Помни, он был возродителем. Конечно же, он сокрушил все препятствия на пути к тайнам жизни и смерти. Но не для себя. Все, что он делал, было ради нового начала. Ради нас, ради Квен. И ради наследника. Меня. Знаешь, пожалуй, ты все-таки прав. Ты очень сильно напоминаешь Теда Фару. Я знал, что ты поймешь. Идем дальше. Нас ждут тайны. Какой маленький кабинет. Для кого-то незначительного. Ломайте дверь.
Я поищу другой путь внутрь. Хорошая мысль. Раньше удавалось. Прекрасно. Автоматическая геотермальная электростанция прямо под Сан-Франциско. Это чудо. Даже я могу ей управлять. А я всегда был скорее провидцем, а не инженером. Поэтому я и решил заранее ввести совершенно уникальную функцию. На случай, если кто-то вдруг попытается стянуть мой, так сказать, кусок хлеба. Приступай. Скорей! Взломайте ее! Вскройте дверь! Ага, это какая-то вентиляция. Неплохая мысль. Присветло. Ей удалось попасть внутрь. Консоль. Может, с нее можно прочитать файлы Теда? Есть. Допуск Омега. Что скажешь в свою защиту, Пэт? Сам-то мертв. И его дочь тоже. Нашел их лежащими рядом на полу его кабинета. Наверное, отравились. Я бы никогда не стал их усыплять. Боже, она же была совсем юной. Я дал им жизнь. И вот как они мне отплатили. Бросили одного. Впрочем, я был одинок с самого начала. Один нес это бремя. Ради прошлого и будущего. Старина Тед. Кто бы ни умер, он жалеет только себя самого. Будущего Лиз. Ее детей. Они придут, и я встречу их. Сам-то сказал, что я больше не старею. И даже если что, клетки очень быстро восстановятся. Нужно лишь время, пока прекратятся мутации. Время и энергия. Сам-то сказал, в реакторе есть все, что нужно. Мои силы вернутся. И я буду вечно молодым. И встречу детишек.
Я им понадоблюсь. Мой совет. Руководство. И мое одиночество кончится. Тайны Фара хранятся здесь? Не те, которые ты ищешь. Но они должны быть здесь. Поверь, не входи туда. Ты спятила? Я столько преодолел, чтобы оказаться здесь. Наконец, наследие Фара мое. Это он? Это он. Сжечь здесь все. Стой! Нет! Здесь все взорвется, если... И убить их. Они свидетели.
Помоги! О, нет! Нет! случилось? Мы нашли то, что поможет. Не только вам, но и всем остальным. А где директор? Он погиб. Скажите всем, что он пожертвовал жизнью, чтобы открыть тайный ФИФ.
Понятно. Ты меня, видимо, за болвана держишь. Что? Нет, нет. Директор был наделенным властью эгоистом, исказившим нашу веру ради своей выгоды. Думаешь, я поверю, что он пожертвовал собой ради истории? Говори мне правду и ничего не скрывай. А иначе я просто прикажу солдатам открыть огонь. Погоди. Ты прав. Правда в том, что директор во всем виноват. Он уничтожил Фивы, а потом умер смертью труса. Но мы правда нашли там кое-что, что поможет вашей родине. Если я это заберу и использую. Если мне придется, я вступлю в бой с вами. Но можно и по-другому. Просто отпусти меня. И прими почести, когда все пойдет на поправку. Успех понравится всем больше, чем провал. Кажется, наши с тобой судьбы переплелись. Причал открыт для тебя. Если нужно, приходи и уходи, когда хочешь. Но возьмешь с собой Альву, чтобы я был в курсе дел. Хорошо. Фивы, очевидно, потеряли всю свою ценность. Мы вернемся к кораблям. Альва, я жду подробных отчетов. Ясно? Я думала, он сейчас убьет нас. А вместо этого я пойду с тобой. Я рада. Но сама ты до нашего лагеря не доберешься. Варл, у нас новая гостья. Встреть ее у переправы Квен и проводи в лагерь. Ладно. Жду не дождусь. Тебе там понравится. Варл даст тебе визор получше и все данные, которые захочешь. Иди к переправе. Позже встретимся на востоке. Искатель следует за истиной до конца. До скорой встречи! Допуск Омега у меня, и у нас есть все для захвата Гефеста. Но перед возвращением на материк стоит навестить причал. Директора больше нет, может, Квен что-нибудь расскажет? И еще стоит осмотреть весь остров. Нужно сменить эту одежду. Как только директор заставил меня ее надеть.
пожалуйста. Плечо уже получше. Кажется, у кого-то проблемы.
Машин больше нет. Поднимайся. Что случилось, Суноре? Я думала, мне конец. Живая легенда. Суноре, здесь живая легенда. Вот идиот! Я же говорила, что надо вернуться. Кричал! Как ты оказалась в ловушке под мостом? Там были проглоты. Они разбили нашу лодку, и мы, сломя голову, бежали от них и наткнулись на этих. Я поскользнулась и упала. Здесь очень опасно. Я знаю. Но Суноре хотел идти дальше. Мы не нашли ничего там, где искатели велели нам смотреть. Он хотел повышения и настоял поискать тут. Он был прав. Мы нашли реликвию с данными, а потом нас нашли проглоты и разбили лодку. А когда мы убегали, я уронила реликвию. Мне жаль, что так вышло. Да. Даже не почтить его смерть, отнеся реликвию в причал. Где ты ее уронила? Вон там, к юго-западу, на площади со статуей на колонне. Возвращайся в причал. Может, я ее найду. Эти Квен рисковали жизнью. И, похоже, реликвия недалеко. Попробую найти ее. Морозильные снаряды тут не помогут. Я верну тебя в причал, Суноре. Тебя похоронят как должно. Он хотел повышения так сильно, чтобы получить одобрение. Нашли бы мы реликвию раньше, но в руинах было пусто. Все, что там могло быть, пропало давным-давно.
Колонна старая, разбитая. Работает. Должна быть и реликвия где-то здесь. Так где же она? Кажется, придется драться. Тебе конец. Придется пошуметь. Ну вот и все. Получится ли достать реликвию? Запись эпохи предтечи. Наверное, Пункт 9 нашего голотура по Сан-Франциско. Памятник Дьюи. Недавно возвращенный на Юнион-сквер монумент возведен в честь победы американского флота в Манильской бухте. Когда их устаревшие корабли, Филиппины, многие испанские моряки знали, что задача невыполнима. Ведомый одним лишь воинским долгом, испанский флот не в том месте и не в то время, и был уничтожен технологически превосходящей силой. Старый мир проиграл новому. и выронила так Вэн. Пункт 9 нашего голотура по Сан-Франциско. Памятник Дьюи. Недавно возвращенный на Юнион-сквер монумент возведен в честь победы американского флота в Манильской бухте. Когда их устаревшие корабли, Филиппины, многие испанские моряки знали, что задача невыполнима. Ведомый одним лишь воинским долгом, испанский флот не в том месте и не в то время, и был уничтожен технологически превосходящей силой. Старый мир проиграл новому. Реликвия говорит о битве прошлого. Не знаю, зачем она хранит. Но они собирают все, что найдут. Если я отыщу ту Квен в причале, отдам ей.
Теперь я готова ко всему. Плазма ее почти не берет. Пригодится в бою.
Кислота будет разъедать ее слишком долго. Вид из мира предтеч. Это строение не похоже ни на одни близлежащие руины. Может, теперь оно под водой? Руины с куполом напоминают те, что на образе. Не получается. Попробую с другой точки.
Образ пропал из визора. Наверное, я слишком далеко. Попробую снова наложить образ. Я должна быть взаимодействовать. Так, посмотрим. В отдалении видно мост и строение с куполом. Не похоже на близлежащие руины. Так может, его затопило? Нет, так неправильно. Продолжу искать. Уверена, я близко.
Есть! Смою с себя путь. Плечо уже получше. Эх